Вы чего-то не хотите делать не потому, что вы плохой и ленивый, а потому что ваша душа на самом деле хочет чего-то другого, а этого не хочет. И душа чувствует, что этого не надо делать, что это не то, что вам надо. Но ваш разум не знает, чего хочет ваша суть. И он хочет думать, что надо делать это, что-то, что вы не хотите. Потому что он привык так думать, или кто-то внушил, что так надо или правильно. Но делая это, удовлетворения в итоге нет, а только силы уходят. Душа хочет чувствовать удовлетворение. Но если вы делаете не то, что может принести удовлетворение, то зачем тогда это делать? Вот душа и сопротивляется. Но разум не знает, что принесет удовлетворение. Он думает, что как раз это, что вы не хотите, его принесет. Но если бы это было так, удовлетворение бы было уже от самого процесса действия, от движения, а не только от результата. Разуму надо понять, что именно хочет ваша суть, истинное желание вашей души. Тогда вы будете делать это и чувствовать удовлетворение. Ведь вы же копаете там, где клад никогда не найдете. И в итоге только разочаруетесь. И душа это чувствует. Невозможно насладиться чем-то, что искусственное. Этого всегда будет мало. Всегда будет ненасытность, потому что это не настоящее. И если это что-то настоящее, им можно насладиться и получить удовлетворение. А если это искусственное, то это невозможно. То есть как ты можешь насладиться чем-то, какой-то вещью, если это не та вещь? Это невозможно, правильно? Но если, например, взять еду, ты хочешь, допустим, зеленое яблоко, а ты вместо этого ешь огурец. Насладишься ли ты огурцом? Конечно, нет, потому что ты на самом деле другого хочешь. То есть нужно всегда самую суть искать, и тогда ты будешь чувствовать удовлетворение в чем бы то ни было в жизни. Когда ты удовлетворен, ты не то что счастлив, у тебя просто сила появляется, ресурс. А если ты все время неудовлетворение чувствуешь, ты же все время только думаешь о том, как почувствовать удовлетворение. Ты все время пытаешься закрыть голод какой-то, какую-то жажду. Это может быть что угодно. Это может быть жажда самовыражения. Ты хочешь одну работу, а работаешь над другой. Это в любой сфере проявляться может. Человек может думать, что он хочет одного, ему может казаться, что он этого хочет, а он на самом деле хочет другого. Потому что очень много у людей желаний навязанных, иллюзорных. То есть это иллюзия того, что это твое желание. Например, у меня раньше была какая-то иллюзия. Мне казалось, что я хочу какую-то роскошь, какие-то дорогие машины, марки такие, как BMW или Mercedes. А потом, когда я выросла, я поняла, что я вообще другого хочу. Мне вообще важно не то, какая марка и насколько это круто, а просто то, насколько это удобно и насколько это будет отвечать моим запросам и моим ценностям, а не просто то, что это какой-то там марки. Мне вообще важнее, чтобы машина была экономной, чтобы она для экологии была лучше. Потому что у меня ценность есть, которая заключается в заботе об экологии. А раньше я мечтала о BMW. Но это были навязанные желания, не мое истинное. Потому что я в фильмах видела BMW, мне казалось это круто, я хотела быть крутой. Потому что у каких-то людей богатых было BMW, я на них смотрела и хотела быть как они. Это навязанное было. Чтобы узнавать свои истинные желания, нужно их познавать, находить. Нужно для этого копаться в себе, разбираться с собой, перестать себя обманывать, ну как бы быть правдивым по отношению к себе. Это самое главное, именно себя не обманывать, именно по отношению к себе быть честным. Честно себе признаваться в своих эмоциях, в своих мыслях, во всем. И тогда желания тоже найдутся истинные.
Больше всего помогает осознание своих чувств. Например, если ты кричишь, гневаешься, раздражаешься, и тебя кто-то бесит, надо признаться себе, что тебе просто страшно, и ты чего-то боишься. Поэтому он тебя и бесит. А если бы ты этого не боялся, тебе бы был безразличен этот человек. А ты, например, боишься просто чего-то. И этот человек делает, например, то, чего ты боишься. Ну и так далее. И если просто быть правдивым, честным с собой, то получится находить свое истинное желание. Например, если бы ты признался себе, что тебя этот человек бесит, потому что ты боишься того, что он делает, ты тогда, может быть, бы понял, что ты на самом деле очень хочешь этого делать и этому научиться. И это и есть твое желание. Вот таким образом это помогает. Вот в этом плане важно быть честным с собой. И также в каких-то хороших вещах тоже важно быть честным с собой. Это могут быть и хорошие вещи. То есть это по-разному может быть, в абсолютно любых ситуациях может проявляться. Вот именно в плане чувств важно быть честным с собой. И тогда и желания тоже свои сможешь видеть, осознавать. Потому что, осознавая свои чувства, ты тогда понимаешь, что ты, делая что-то, чувствуешь что-то. И когда ты чувствуешь что-то приятное, значит, что то, что ты делаешь, тебе это нравится. И значит, это твое истинное какое-то желание. Познанию своей сути на самом деле нет предела. Это бесконечно, так же, как и Вселенная бесконечна. Можно бесконечно познавать свою суть. И чем глубже ты себя познаешь, тем ты счастливее, тем ты больше удовлетворения чувствуешь. Ты начинаешь чувствовать, что от тебя зависит, что будет сегодня в твоей жизни, что будет вообще в будущем твоем. Почему? Потому что ты просто начинаешь чувствовать свои истинные желания. И ты начинаешь менять свои цели вместо того, чтобы достигать какие-то цели, которые тебе навязаны. Ты начинаешь хотеть достигнуть другой, настоящей, истинной цели, которую твоя душа хочет. И из-за того, что ты идешь по своему пути, у тебя как бы все само собой получается. Как раз таки потому, что ты этого действительно хочешь, и это действительно твое, то у тебя это и легко получается. Все на твоем пути способствует тому, чтобы у тебя это получилось. Потому что душа твоя этого хочет, потому что ты родился для этого. И если это твое, то это легко. И всегда то, что твое, тебе легко дается. Например, если взять машину с маленькими колесами, такую как Mitsubishi Mirage Hatchback, допустим. И на такой машине мы поедем в горы. Там, где нет асфальта, там, где просто надо по земле ехать. И там земля влажная, много ям. А у этой машины такие маленькие колесики. И они проваливаются в эти ямы, она с большим трудом едет, а скорее всего не доедет. Шины полопаются, шины повредятся, потому что они не предназначены для такой дороги. Еще и если мы в гору едем. Она там застрянет просто. Будет слишком тяжело ехать. Придется просто какие-то огромные усилия приложить. До вершины горы на такой машине по этой дороге вы никак не доберетесь. И дело тут не в том, что вы как-то мало прикладываете усилий, в том, что машина тут другая нужна. Или вам надо быть на этой машине в другом месте, и тогда вы доберетесь легко. Но не на вершину горы. Возьмем, например, машину, у которой большие колеса, какой-нибудь джип, такой высокий, с огромными колесами, с такими толстыми шинами. Эти шины, они предназначены для таких дорог, для того, чтобы по земле без асфальта ездить. Эти ямы такой машине просто нипочем, она легко их проедет. И у нее не будет таких препятствий, которые были бы вот у той маленькой машины. И она 100% доедет до вершины горы, до того места, куда вы едете, до своей цели.
И джипу с большими колесами вот эти обстоятельства, ну, никак не помешают. Вот эти обстоятельства, что нет асфальта, что ямы, что приходится ехать по влажной земле, эти обстоятельства ему никак не помешают. И он все равно доедет до вершины, причем легко. Или наоборот, возьмем эту же маленькую машину, узкую, на городских узких улицах, и там она легко проедет. Эти обстоятельства, то, что улица узкая, то, что там мало места, это ей не помешает. Она для этого предназначена. Или возьмем эту же узкую улицу и поставим туда вот эту большую машину, широкую, вот этот джип с огромными колесами. Он там не проедет, ему там даже места проехать негде. Ему придется развернуться и объехать вокруг, найти какую-то другую улицу, потому что он просто там не поместится. Эти обстоятельства ему помешают, потому что это не его место, ему не надо быть на той улице. Ему надо по земле ехать, в гору. У каждого есть свое место, у каждого человека. Просто нужно его найти. Просто есть места, где нужно находиться данной машине, а есть места, где не нужно. И эти места, совсем не для нее. Так же и с человеком. Под местами я подразумеваю цели в жизни. У нас у всех есть определенная какая-то наша миссия в жизни, предназначение, для которого мы родились. И если мы родились для одного, а мы пытаемся делать что-то другое, то, конечно же, обстоятельства нам мешают. А если мы делаем то, для чего мы родились, для чего мы предназначены, то обстоятельства нам помогают. Вот нас такими природа создала, нас такими Бог создал. Вот то мы и должны делать. Неважно что, вот что-то вы должны делать. У вас для этого есть все, чтобы это делать. У вас это будет легко получаться, а вы делаете что-то другое. Но если вы делаете то, что ваше, у вас это как раз легко получается, как по маслу. И обстоятельства вам только помогают. По той причине, что у вас все ваши параметры под это подходят, подстроены уже изначально. Так же, как в примере с машинами. И поэтому я взяла себе псевдоним «Настоящая». Ведь мне удалось найти себя настоящую. И я очень много работала над собой, над своими чувствами, делала метод выписывания. В этом методе выписывания я разбирала свои чувства. То есть я просто выписывала свои мысли на бумагу, чтобы разобрать все по полочкам, чтобы в моей голове все было четко. Потому что когда выписываешь свои мысли, ты как бы наводишь порядок в голове. Ну так вот, я делала выписывание, вот эти все тетрадки, кстати, здесь стоят. Это с моими снами, а вот там с методом выписывания. Там еще мои стихи есть. Я это делала для того, чтобы разбираться в себе и для того, чтобы более эффективно и быстро достигать своих целей, которые у меня были на тот момент. Я уже те все цели достигла, уже все у меня это есть, к чему я тогда стремилась. Я начала этот метод делать, метод выписывания начала делать, получается, 5 лет назад, даже больше. И у меня тогда были определенные цели, планы и мечты, которые я реализовала уже через года 3 абсолютно все. И у меня не были они какие-то слишком масштабные, такие как бы, они были сложные, но не какие-то слишком большие. Ну так вот, просто я их гораздо быстрее достигла благодаря тому, что все выписывала, раскладывала по полочкам. Но в этом методе выписывания я все равно столкнулась с тем, что я, выписывая все это на бумагу, я не была с собой честна. И я тогда этого даже не понимала. Но я столкнулась просто тогда с каким-то препятствием. Препятствие, которое мне мешало идти дальше и достигать следующих целей. И я даже, достигнув всего, что я до этого планировала, придя в ту точку, куда я хотела, я понимала, что я не знаю, куда идти дальше. Потому что я не знала как бы своих настоящих истинных желаний и чего на самом деле душа моя хочет. Я тогда этого не знала. Я просто достигла того, чтобы был в моей жизни комфорт, чтобы там, просто ни от кого не зависеть, зарабатывать,
жить там в отдельной квартире, там машину купить, вот и все. А чего хочет моя душа, я тогда не понимала. Одновременно я и с психологами работала, и на групповую психотерапию ходила. И я очень много слушала лекций психологов. Я тогда поняла, что тело физическое очень связано с эмоциями. И вот когда мы чувствуем какую-то эмоцию, она у нас в теле отражается. Например, если мы чувствуем стыд, мы краснеем, потеем. Если мы чувствуем радость, мы чувствуем при этом расслабление какое-то. Если мы чувствуем, не знаю, злость, мы чувствуем тогда напряжение в теле. И вот это в теле все очень отражается. И чувства наши тоже. Они все в теле. И я поняла, что у меня какое-то препятствие связано именно с моим телом. И мне надо работать над моим телом. Именно над моим телом. И тогда, в тот период, у меня сложились некоторые сложные обстоятельства с моими некоторыми людьми близкими. И я в какие-то моменты просто себя так чувствовала плохо из-за вот той ситуации. И просто в том состоянии, когда мне было очень плохо, но я тогда приняла для себя решение, что я все равно справлюсь, что я что-то придумаю. И вот тогда ко мне пришла вот эта практика. Я в тот момент ее придумала. Ну, то есть я до этого очень много работала, делала выписывание и изучала психологию, слушала лекции, над собой именно работала в плане саморазвития. Эта практика, она сложилась из моего предыдущего опыта, связанного с моим обучением в школе массажа, когда я изучала мышцы. Она включает работу с мышцами и работу с визуализацией и концентрацию на дыхании. Это все одновременно. Я просто этим всем интересовалась, и вот в той точке, когда мне было плохо, это все сложилось в одно целое, и я придумала эту практику, эту систему. В том, чтобы узнавать свою суть, себя настоящую, больше всего мне помогает именно вот эта моя практика, это моя система. Ты узнаешь лучше свои истинные желания, а свои истинные желания легче узнать, когда ты работаешь со своим телом. И так как я очень углубленно изучала анатомию, когда я училась на массажного терапевта, я получила лицензию и практиковала массажную терапию очень много. У меня было очень много практики в массажной терапии. Я хорошо поняла, как работает тело и как сильно мышцы связаны с сознанием, и до какой степени меняется состояние человека от воздействия на мышцы. И в том числе это очень сильно помогло мне придумать данную практику. Это не похоже на медитацию, но это не похоже вообще ни на что. И я с тех пор, с того дня, как я придумала эту практику, я ее совершенствовала постоянно. Я ее делала регулярно, почти каждый день. Потому что мне просто нравилось. Потому что я не могла по-другому, я не могла ее не делать. Мне просто хотелось. И я ее совершенствовала каждый день, улучшала, что-то добавляла. Работа с телом, я не сразу ее добавила. Изначально это была просто визуализация. Потом я добавила работу с телом, работу с мышцами. Также работу с дыханием потом добавила. Это постепенно произошло. И вот спустя 2 года я уже довела эту практику до такого совершенства, что я готова ей поделиться с вами. И я очень хочу вас этому научить. У меня даже есть стихотворение на эту тему, про эту мою практику. Оно называется «Судьба». Вы, может быть, видели на моем канале. И вот послушайте это стихотворение, и там начинается стихотворение со слов «Жить я снова хочу, потому что 4 есть луны у меня, и я смотрю на все шире». И это именно про эту систему, которую я придумала, это про эту практику. И там если вы обучитесь этой системе, то вы поймете, почему я говорю 4. Там все связано с цифрами тоже. И я очень хочу научить людей этому. Я знаю, что я для этого родилась. Я знаю, что я для этого родилась. Простите. Не знаю, что со мной. Просто
Я так долго не понимала, для чего я родилась. Я так хочу учить этому людей.